Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет выпуск, который многим в некотором смысле откроет глаза на Европу. Особенно тем, кто живет в Германии, Франции, Испании, Италии и Польше. Или только пакует чемоданы и собирается переезжать. Мы разберем реальные ситуации, о которых обычно не говорят вслух. Потому что, как обычно, все почти законно, почти правильно и почти безопасно. Но, как вы правильно поняли, все эти три почти в очень жирных кавычках. Так сказать, до первого письма из ведомства. Речь пойдет об отказе в продлении ВНЖ в Германии, когда все шло по плану, но решение пришло отрицательное. Почему так произошло и каким образом удалось развернуть ситуацию в последний момент. Как налоговая Франции проверяет доходы иностранцев на практике. Это будет не теория, а реальные механизмы контроля, автоматический обмен данными и неожиданные запросы, к которым, как всегда, никто не готов. Поговорим о примере реальной блокировки счета в Испании, что именно стало причиной, какие ошибки были допущены и какие шаги помогли вернуть доступ к деньгам. Также разберем тему инспекционных проверок проживания иностранцев в Италии, как проходит визит миграционной инспекции, что проверяют в первую очередь и почему формальная регистрация, конечно же в кавычках, может не спасти. И поговорим о реальных камнях преткновения при переезде с ВНЖ Польши в другую страну ЕС. Какие скрытые ограничения всплывают уже после переезда и почему свобода передвижения внутри Союза работает не так, как многие думают, или как многим бы хотелось бы. Этот выпуск – это разбор реальных кейсов, которые могут быть применимы в любой стране ЕС и которые способны помочь вам избежать серьезных проблем и сохранить легальный европейский статус, деньги и спокойствие, если, конечно же, вы будете о них знать. Информацию, которую вы сейчас получите абсолютно бесплатно, обычно стоит кучу денег у миграционных юристов. Видео будет объемным и информативным, поэтому для вашего удобства в описании я добавил тайм-коды, чтобы при необходимости вы могли сразу перейти к нужному вам разделу. Но все же рекомендую досмотреть видео до конца, так как некоторые детали могут стать для вас решающим открытием, независимо в какой стране Европейского Союза вы сейчас находитесь или только планируете туда переезжать. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное. Еще раз повторюсь, в этом выпуске будут не теоретические обзоры законодательств, а практические кейсы реальных людей с ошибками, решениями, скрытыми механизмами и выводами. И начнем мы с Германии. Отказ в продлении ВНЖ в Германии – реальный кейс и как его развернули. Ситуация, которая для многих звучит как административная формальность, но на практике может стать точкой невозврата. Германия – одна из самых формализированных стран Европейского Союза в части миграционного контроля. Решение принимает не абстрактное государство, а конкретное ведомство – Ausländerbehörde, так называемая миграционная служба по месту регистрации. Именно там решается, продлят вам Aufenthaltstitel, то есть ВНЖ, или нет. Наш первый кейс – мужчина 39 лет, гражданин страны вне ЕС, проживал в Германии по ВНЖ на основании самозанятости, параграф 21 закона о проживании, бизнес, IT-консалтинг, работал с немецкими и австрийскими компаниями. Обороты стабильные. Семья, жена и ребенок. Срок текущего ВНЖ подходил к концу. Документы поданы за 3 месяца до окончания. На первый взгляд стандартная процедура продления. Через 2 месяца приходит письмо. В нем не продление и не запрос дополнительных документов, а предварительное уведомление о намерении отказать. Причина – отсутствие устойчивых экономических интересов Германии в продолжении предпринимательской деятельности заявителя. Формулировка сухая, но последствия серьезные. В случае отказа 30 дней на выезд из страны. Семья теряет производный статус, ребенок школу, бизнес, контрактную стабильность. Разберем, что произошло на практике. Первое. Формальные обороты были достаточными,
но структура дохода изменилась. Если раньше 80% дохода приходилось на немецких клиентов, то за последний год лишь 40%. Остальное австрийская и швейцарская компании. Для заявителя это была диверсификация. Для ведомства – снижение экономической интеграции в немецкий рынок. Второе. Налоговая отчетность была подана корректно, но в последнем году прибыль снизилась из-за инвестиций в развитие. С точки зрения предпринимателя это стратегическое решение. С точки зрения чиновника – снижение экономической эффективности. Третье. В пакете документов отсутствовало обновленное заключение ИНК, то есть торгово-промышленной палаты. В Германии мнение ИНК при продлении предпринимательского ВНЖ играет существенную роль. Оно не является юридически обязательным, но фактически влияет на оценку экономического интереса. Теперь важный момент. Отказ еще не вынесен. Это была стадия слушания дела, во время которой есть возможность дать объяснение. И именно на этом этапе чаще всего совершается ключевая ошибка. Большинство заявителей реагируют эмоционально. Пишут пояснения в свободной форме, типа «мне нравится Германия, я плачу налоги, у меня семья, я уже интегрирован». Но в Германии решения принимаются не по эмоциям, а по формальным критериям закона. Было принято решение действовать системно. Первый шаг – анализ основания ВНЖ. Параграф 21 Закона о проживании требует доказательства экономической устойчивости бизнеса, положительного влияния на экономику, обеспеченного финансирования и отсутствия негативной нагрузки на социальную систему. Как видите, ни слова про «мне здесь нравится жить». Второй шаг – подготовка профессионального ответа через адвоката по миграционному праву. Это важно. Коммуникация с Ausländerbehörde изменилась. Документы стали оформляться юридически корректно, с ссылками на нормы закона и судебную практику. Был подготовлен финансовый отчет с пояснением инвестиций, реалистичный прогноз доходности на 3 года, письма от немецких клиентов о продлении контрактов, заключение ИНК с подтверждением экономической целесообразности и анализ налоговых отчислений за весь период пребывания. Акцент сместился с прошлого года на весь период деятельности. Третий шаг – стратегическая аргументация. В ответе было указано, что снижение прибыли носит временный характер и связано с масштабированием. Были представлены заключенные договоры на будущий период. Дополнительно акцентировали внимание на создание рабочих мест. 2 подрядчика в Германии. Регулярные налоговые поступления, отсутствие социальной помощи и интеграции семьи. То есть языковые сертификаты и школьное обучение ребенка. Через 6 недель пришел ответ. Уже не отказ. Продление на 2 года. Что изменилось? Изменился формат диалога. Чиновник получил не пояснение, а юридически обоснованный пакет доказательств соответствия требованиям параграфа 21. Теперь важный вывод. В Германии отказ в продлении ВНЖ редко связан с желанием избавиться от иностранца. Он связан с несоответствием формальным критериям, либо с тем, что заявитель не смог это соответствие правильно продемонстрировать. И есть еще один аспект, который часто недооценивают. В Германии данные между ведомствами активно сопоставляются. Налоговая служба, Федеральное центральное налоговое управление и миграционные органы могут анализировать финансовую картину. Если заявленный доход в миграционных документах расходится с налоговой декларацией, это сразу красный флаг. В нашем кейсе расхождений не было. Но снижение прибыли вызвало дополнительную проверку. И здесь мы подходим к ключевому системному моменту. Европейские страны все чаще оценивают не просто факт проживания, а экономическую состоятельность и реальность интеграции. Германия – один из наиболее формализованных примеров.
И это напрямую связано со следующей темой, которую мы разберем во второй части. Потому что если Германия делает акцент на экономическом интересе, то Франция на прозрачности доходов. И там проверка проходит уже не через миграционную службу, а через налоговую администрацию. Далее мы разберем, как налоговая Франции проверяет доходы иностранцев на практике, какие источники информации сопоставляются, что становится триггером для проверки и какие ошибки приводят к доначислениям и реальным штрафам. Итак, в первой части мы разобрали немецкий кейс. Отказ в продлении ВНЖ и его разворот через юридически грамотную стратегию. Там ключевым элементом была экономическая целесообразность пребывания. Во Франции акцент иной. Здесь фундаментальный вопрос звучит не «нужны ли вы экономике?», а «все ли вы задекларировали?». И если в Германии инициатором проверки чаще выступает миграционное ведомство, то во Франции контроль начинается с налоговой системы. Речь идет о структуре под названием Генеральное управление государственных финансов. Если сокращенно, DGFIP. Именно она администрирует налоговые декларации, международный обмен данными и контроль за доходами резидентов. Наш второй кейс – супружеская пара, переехавшая во Францию по визе «Паспорт-Талант» и получившая вид на жительство. Основной заявитель – IT-специалист, работающий удаленно на компанию в Объединенных Арабских Эмиратах. Супруга без официальной занятости. Проживание Лион, регистрация налоговое резидентство Франции, доход зарубежный. Первый год прошел спокойно. Декларация подана через онлайн-систему Imports Go Fair. Указан иностранный доход. Применена конвенция об избежании двойного налогообложения. Налог рассчитан корректно. Проблемы начались во втором году. Приходит уведомление о камеральной проверке декларации. Это не выездная инспекция, это анализ документов на основании данных, уже имеющихся у налоговой. Что стало триггером? Сопоставление банковской информации. Франция участвует в системе автоматического обмена финансовыми данными, так называемой CRS. Банки в странах-участниках передают информацию о счетах налоговых резидентов. В данном случае французская налоговая получила сведения о зарубежном счете, на который поступали выплаты, превышающие задекларированную сумму. Разница была не в скрытых доходах. Она заключалась в том, что заявитель декларировал чистый доход после удержаний, а банк передавал валовые поступления. Для налоговой это выглядело как занижение базы. Был направлен запрос с требованием предоставить банковские выписки, контракт с работодателем, расчет удержаний и подтверждение уплаты налогов в стране источника. Срок ответа 30 дней. Здесь совершается вторая типичная ошибка иностранцев во Франции. Они воспринимают запросы как формальность и отвечают неполным пакетом документов. Французская налоговая система формальна, но очень последовательна. Если остаются вопросы, назначается Proposition de Rectification – уведомление о намерении доначислить налог. В нашем случае именно это и произошло. DGFIP посчитала, что вся сумма поступлений должна облагаться французским налогом без учета иностранных удержаний, поскольку подтверждающие документы были представлены не в требуемом формате. И вот здесь начинается принципиальный момент. Во Франции налоговый спор – это процедура с четкими этапами. После получения уведомления у налогоплательщика есть возможность представить мотивированное возражение. Но возражения должны быть юридически аргументированы, со ссылками на международные соглашения. В данном кейсе была задействована налоговая конвенция между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Был подготовлен детальный расчет, подтверждающий, что часть дохода подлежит налогообложению в стране источника, а во Франции применяется механизм зачета.
Дополнительно предоставили нотариально заверенный перевод контракта, официальное письмо от работодателя, подтверждение статуса налогового резидента Франции и пояснительную записку по структуре выплат. Через 3 месяца налоговая согласилась пересчитать обязательства. До начисления сократилось более чем на 70%, а штраф удалось отменить полностью, поскольку не было доказано умышленное сокрытие. Теперь важный системный вывод, чтобы вы правильно понимали. Французская налоговая не охотится за иностранцами, но она активно использует международный обмен информацией. Банковские счета за пределами Франции, брокерские активы, криптоплатформы – все это может стать предметом автоматической передачи данных. И если в декларации отсутствует упоминание зарубежного счета, штраф может составлять до 1500 евро за каждый незадекларированный счет в год. Кроме того, Франция уделяет особое внимание статусу налогового резидента. Если человек проводит во Франции более 183 дней в году или имеет центр экономических интересов на территории страны, он признается налоговым резидентом. А это означает обязательность декларировать весь свой мировой доход, как во всем, в принципе, Евросоюзе. И здесь появляется интересная связка с предыдущей частью. В Германии основной риск – отказ в продлении ВНЖ при недостаточной экономической обоснованности. Во Франции риск иной – налоговое доначисление, которое может косвенно повлиять на миграционный статус при продлении карты резидента. Потому что задолженность перед бюджетом – фактор, учитываемый префектурой. В странах ЕС финансовая прозрачность становится ключевым элементом легального проживания. Не только факт наличия дохода, но и его корректная декларация и документальное подтверждение. И если во Франции проверка начинается через банковский обмен, то в Испании триггер может быть совершенно неожиданным. Далее по плану мы разберем кейс блокировки банковского счета в Испании. Что стало причиной? Как финансовый мониторинг связан с миграционным статусом? И какие действия позволили разблокировать средства без потери ВНЖ? Итак, блокировка счета в Испании, что стало причиной и как разблокировали. В первой части мы разобрали немецкий кейс, отказ в продлении ВНЖ и его разворот через юридически выстроенную позицию. Во второй – французскую налоговую проверку, где ключевым элементом стал автоматический обмен банковскими данными и корректность декларации. Теперь переходим к Испании. Здесь триггером может стать не миграционная служба и не налоговая инспекция, а конкретный банк. Испания – одна из стран ЕС, где банковский комплаенс работает особенно строго. Причина проста. Законодательство по борьбе с отмыванием средств, АМЛ так называемое, и финансирование терроризма обязывает банки контролировать происхождение денег клиентов. И если возникают вопросы, счет блокируется до выяснения обстоятельств. Наш третий кейс – предприниматель с видом на жительство по ноль-лукреатива, проживающий в Аликанте. Доход, дивиденды и доходы от IT-бизнеса за пределами Испании. Все средства поступали на испанский банковский счет в одном из крупных банков – Банко Сантандер. Первые 1,5 года без проблем. Регулярные поступления, оплата аренды, медицинская страховка, бытовые расходы и так далее. Затем внезапная блокировка. Без предварительного уведомления. Карта перестала работать. Онлайн-банк ограничен. На запрос в продлении стандартный ответ. Проводится внутренняя проверка в рамках политики финансового мониторинга. Что стало причиной? Несоответствие профиля клиента фактическим операциям. При открытии счета был указан ориентировочный ежемесячный доход. В дальнейшем поступления стали существенно выше. Кроме того, переводы приходили из разных юрисдикций. ОАЭ, Кипр, Эстония. Для банка это выглядело как изменение финансового поведения без предварительного уведомления. Важно понимать,
Банк не обязан доказывать подозрения. Он обязан проверить источник средств. Была направлена просьба предоставить налоговые декларации, подтверждение происхождения дохода, учредительные документы компаний, договоры с контрагентами и справку о налоговом резидентстве. Срок 10 рабочих дней. И здесь появляется первая критическая точка. Если клиент игнорирует запрос или отвечает частично, блокировка может перейти в закрытие счета. А закрытие счета для обладателя ВНЖ по нолю креатива — серьезный риск поехать домой. Потому что этот тип резиденции требует подтверждения достаточных финансовых средств и их доступность в Испании. Было принято решение действовать параллельно по двум направлениям. Первое – полный пакет финансовых документов. Подготовили структурированное объяснение происхождения дохода, то есть дивиденды от компании в ОАЭ, прибыль от эстонской ОУ и контрактные выплаты. Все документы переведены присяжным переводчиком. Была подготовлена таблица сопоставления поступлений на счет с конкретными контрактами. Второе направление – коммуникация на уровне комплаенс-отдела. Важно понимать, сотрудники отделения не принимают решения о блокировке. Решение принимает Центральный департамент финансового мониторинга. Через адвоката было направлено официальное письмо с акцентом на прозрачность структуры доходов и налоговое резидентство в Испании. Дополнительно приложили подтверждение подачи декларации ИРПФ и уплаты налогов. Через 18 дней счет был разблокирован. Но история на этом не закончилась. Банк установил повышенный уровень мониторинга. Это означает, что при крупных поступлениях возможны повторные запросы. И здесь важный вывод. Испанские банки действуют в тесной связке с налоговыми органами. Агенция трибутария. Если в рамках проверки выявляются несоответствия, информация может быть передана в налоговую. В нашем кейсе этого не произошло, поскольку декларации соответствовали движениям средств. Но есть еще один нюанс. В Испании банки обязаны обновлять данные клиентов каждые несколько лет. Это называется Actualization de Datos. Если клиент игнорирует запрос, счет может быть временно ограничен даже без подозрительных операций. Теперь системный анализ. В Германии риск – административный отказ, во Франции – налоговое доначисление, в Испании – финансовая блокировка как инструмент контроля прозрачности средств. Во всех трех случаях общая логика одинакова. Государство и финансовые инструменты хотят видеть понятную, документально подтвержденную структуру доходов. Именно отсутствие структурированного объяснения чаще всего становится причиной эскалации. Есть еще один момент, который редко обсуждается. Блокировка счета может косвенно повлиять на продление ВНЖ. Если при продлении вы обязаны подтвердить наличие средств, а счет заблокирован, формально требование не выполнено. Поэтому стратегия должна быть не реактивной, а проактивной. Если структура дохода меняется, нужно уведомлять банк заранее. Если увеличиваются обороты, обновлять финансовый профиль. Если добавляются новые юрисдикции, готовить документы заблаговременно. И здесь мы подходим к следующей стране – Италии. Если в Испании проверка происходит через банк, то в Италии контроль может прийти буквально к вам домой. Далее мы разберем, как проходит проверка фактического проживания в Италии, кто инициирует визит инспекций, что проверяют и как один формальный нюанс может привести к аннулированию регистрации. Проверка проживания в Италии, как проходит визит инспекции. В предыдущих частях мы увидели, как в Германии ключевым фактором становится экономическая обоснованность. Во Франции прозрачность доходов, в Испании банковский комплаенс. Италия добавляет еще один уровень контроля. Здесь проверяют не только доходы и налоговую дисциплину. Здесь проверяют, живете ли вы по адресу,
который указали. Речь идет о процедуре подтверждения резиденции (accertamento di residenza). Формально это муниципальная проверка, фактически инструмент контроля легальности пребывания. Наш кейс – семья с видом на жительство по мотиву автономного дохода. Проживающая в пригороде Милана, регистрация была оформлена через местный муниципалитет коммуны Ди Милано. После подачи заявления на регистрацию по месту жительства запускается процедура проверки. Важно понимать, в Италии регистрация резиденции, резиденция анаграфика, это не просто формальность. Она влияет на доступ к медицине, школе, налоговому статусу, а также на продление ВНЖ. Через 3 недели после подачи документов к адресу пришел муниципальный инспектор. Это не полиция в уголовном смысле, это сотрудник муниципальной службы, проверяющий фактическое проживание. Инспектор звонит в дверь, если никто не открывает, оставляет уведомление. Если в течение установленного срока контакт не установлен, регистрация может быть отклонена. В нашем кейсе первый визит совпал с рабочей поездкой главы семьи. Дома была только супруга, которая плохо владела итальянским языком. Инспектор задал стандартные вопросы. Сколько человек проживает, с какого времени, на основании какого договора аренды и где работает. Ответы были даны, но возникла проблема. На почтовом ящике не было фамилии семьи. Для инспектора это индикатор возможного формального проживания без фактического заселения. Через несколько дней пришло уведомление о приостановке регистрации с требованием дополнительных доказательств проживания. Что запросили? Копию договора аренды, подтверждение оплаты коммунальных услуг, фотографии квартиры, подтверждение школьной регистрации ребенка и декларацию соседей при необходимости. Срок 10 дней. Здесь ключевой момент. В Италии отсутствие подтвержденной резиденции может повлечь аннулирование записи в реестре населения. А без регистрации усложняется продление permesso di soggiorno. Была подготовлена структурированная папка документов, оплаченные счета за электричество и за газ, контракт аренды, зарегистрированной в налоговой службе, выписка о зачислении ребенка в местную школу, фотографии интерьера с личными вещами и копии ID с отметкой адреса. Дополнительно на почтовом ящике и звонке была размещена фамилия семьи. Через 2 недели инспектор пришел повторно. В этот раз проверка прошла без замечаний. Регистрация была подтверждена. Теперь важный системный анализ. В Италии регистрация резиденции – это доказательство реальной интеграции в муниципальную систему. Именно поэтому проверки проводятся физически, а не только через документы. На практике проблемы возникают в следующих случаях. Аренда для документов без фактического проживания, частые длительные отъезды, отсутствие коммунальных платежей, проживание большего количества людей, чем заявлено, несоответствие данных в разных ведомствах. Кроме того, муниципалитеты обмениваются информацией с квестурой, которая отвечает за миграционные вопросы. Если выявляется фиктивность проживания, информация может быть передана в квестуру, что создает риски для ВНЖ. Есть еще один нюанс, который часто недооценивают. Если человек длительно отсутствует по адресу и это установлено, муниципалитет вправе инициировать процедуру снятия с регистрационного учета. Это автоматически создает проблемы при продлении ВНЖ, поскольку одним из требований является фактическое проживание. Связка с предыдущими частями становится очевидной. В Германии проверяют экономическую устойчивость, во Франции – корректность мирового дохода, в Испании – прозрачность банковских операций, в Италии физическое присутствие человека или семьи. Во всех случаях государство проверяет соответствие заявленного статуса реальности. И это подводит нас
к финальной части серии, потому что многие считают, если у меня есть ВНЖ одной страны ЕС, я могу свободно переехать в другую. Это одно из самых распространенных заблуждений. Далее мы разберем переезд с ВНЖ Польши, как пример, в другую страну Европейского Союза. Какие скрытые ограничения существуют, почему наличие карты побыту не дает автоматического права работать в Германии или Испании, и какие стратегии позволяют избежать миграционных ловушек. Итак, переезд с ВНЖ Польши в другую страну ЕС, скрытые ограничения. Мы прошли через 4 страны и 4 разных механизма контроля. Германия. Сейчас извините, что повторяюсь, но Германия – экономическая обоснованность. Франция – прозрачность доходов. Испания – финансовый мониторинг банков. Италия – фактическое проживание. Теперь Польша. И самый распространенный вопрос, который звучит от обладателей польской карты побыту. Если у меня есть ВНЖ Польши, могу ли я просто переехать в Германию, Испанию или Францию и начать там работать? Короткий ответ – нет. Длинный ответ зависит от статуса типа ВНЖ и стратегии. Начнем с базы. Польский вид на жительство – это национальное разрешение на проживание, выдаваемое в соответствии с польским законодательством. Решения принимают воеводские управления. Это не европейская виза на ЕС. Это право жить и работать в Польше, и только в Польше. Да, обладатель польского ВНЖ может свободно путешествовать по шенгенской зоне до 90 дней в течение 180 дней. Но путешествие не равно проживанию и не равно работа. Итак, наш пятый кейс – IT-специалист с временным ВНЖ Польши по работе. Через 2 года он получил предложение от немецкой компании. Логика казалась простой. Я уже легально в ЕС, просто перееду и подпишу контракт. На практике же возникли 3 уровня ограничений. Первый – трудовое право. Немецкая компания не может оформить сотрудника только на основании польской карты побыту. Для легальной работы в Германии необходимо разрешение, выданное конкретно немецкими органами. Чаще всего через Bundesagentur für Arbeit и миграционную службу. Польский ВНЖ не дает автоматического доступа к рынку труда Германии. Второй уровень – налоговое резидентство. Если человек физически переезжает и проводит более 183 дней в Германии, он становится налоговым резидентом Германии. Знакомо? Знакомо. Это действует практически в рамках всего ЕС. Но при этом польский ВНЖ продолжает действовать только при условии фактического проживания в Польше. Возникает конфликт. Чтобы сохранить польский статус, нужно жить в Польше. Чтобы работать в Германии, нужно жить в Германии. Третий уровень – аннулирование польского ВНЖ. Польское законодательство предусматривает возможность отмены временного ВНЖ, если основание проживания утрачено. Если человек перестает работать у польского работодателя и фактически выезжает, воевода вправе начать процедуру аннулирования. И именно это произошло в кейсе. Через 8 месяцев отсутствия в Польше при попытке продления было отказано. Основание – отсутствие фактического проживания и прекращение трудового договора. Теперь очень важный нюанс. Существует статус долгосрочного резидента ЕС. В Польше его выдают после 5 лет легального непрерывного проживания. Ключевое слово – непрерывного. Этот статус дает больше гибкости при переезде в другую страну ЕС. Но даже он не означает автоматического права работать без получения разрешения в принимающей стране. В Германии, например, обладатель статуса долгосрочного резидента ЕС может подать заявление на национальный ВНЖ по упрощенной процедуре через Ausländerbehörde, но не минуя ее, имеется в виду эту процедуру. То есть логика всегда одна. Каждая страна контролирует свой рынок труда и миграционный режим отдельно. Есть еще один распространенный сценарий – предприниматели.
Человек получает польский ВНЖ по бизнесу, регистрирует компанию, а фактически живет в Испании или Италии. С точки зрения Шенгена перемещаться можно. С точки зрения польских органов при продлении нужно доказать центр жизненных интересов именно в Польше. Если налоговая Польши фиксирует отсутствие экономической активности внутри страны, это может стать основанием для вопросов при продлении. Таким образом, возникает системная картина. ВНЖ одной страны ЕС – это не общеевропейская прописка. Это национальный статус с ограниченной территориальной привязкой. Да, есть свобода передвижения, но нет свободы выбора страны проживания без новой процедуры легализации. И вот здесь проявляется главная ошибка планирования. Люди воспринимают ЕС как единое правовое пространство. Экономически во многом да, миграционно нет. Каждое государство самостоятельно выдает ВНЖ, самостоятельно проверяет доходы, самостоятельно контролирует проживание и самостоятельно принимает решение о продлении или аннулировании этого ВНЖ. Связка всех 5 частей становится очевидной. Германия проверяет экономическую целесообразность. Я сейчас повторяю, чтобы вы просто во все это вникли. Франция – прозрачность мирового дохода. Испания – происхождение средств через банки. Италия – физическое присутствие. Польша – реальность основания проживания. Во всех кейсах проблема возникает не из-за жесткости систем, а из-за несоответствия между заявленным статусом и фактическим поведением. Европейские государства все активнее обмениваются данными, а это банковская информация, налоговые декларации, регистрационные записи, социальные взносы. Несоответствие рано или поздно проявляется. И вот здесь главный вывод всей серии, и он простой, но он в то же время стратегически важный. Легальное проживание в ЕС – это не разовая процедура получения карты. Это постоянное соответствие статусу. Финансовое, налоговое, миграционное и фактическое. И чем сложнее структура дохода или мобильнее образ жизни, тем более продуманной должна быть стратегия. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое важное. He's making up lies, gotta listen to him all the time.